Канал юриста Валерия Табакова представляет Ирина Фарион. Яд ненависти и борьба за единство Украины. Здравствуйте, друзья! Я юрист Валерий Табаков, и сегодня я буду говорить без фильтров. Ирина Фарион годами раздирала Украину своей ядовитой риторикой, разделяя нас на правильных украиноязычных и неправильных русскоязычных. Ее убийство 19 июля 2024 года – трагедия, но и звонок для пробуждения одновременно. Язык ненависти, который она сеяла, чуть не уничтожил нас изнутри. Она внушала части общества иллюзию превосходства, но на деле ее слова были подарком для Путина, который только и ждет, чтобы расколоть Украину под лживым предлогом защиты русскоязычных. Мы не дадим ему этого шанса. Сегодня я разберу высказывания Фарион, их разрушительную силу и покажу, как они невольно служили кремлевской пропаганде. Это будет жесткий разговор, потому что правда требует смелости. Мы разберем цитаты, юридические последствия и то, как нам сплотиться, чтобы не дать врагу разделить Украину. Приготовьтесь, будет горячо. Ирина Фарион, доктор филологии, профессор, экс-депутат от «Свободы». Она позиционировала себя как защитница украинского языка, но на деле стала символом ненависти и раскола. Ее миссия – очистить Украину от русского языка и тех, кто на нем говорит. Она называла русскоязычных дегенератами, врагами и мутировавшими, создавая миф, что только украиноязычные – настоящие украинцы. Эта риторика находила отклик у тех, кто хотел чувствовать себя элитой, нацией, просто за язык. Но для миллионов русскоязычных патриотов, тех, кто сражается за Украину, работает, строит страну, ее слова были предательством. Хуже того, ее ненависть к русскоязычным играла на руку Путину. Кремль годами твердит, что русскоязычных в Украине угнетают. И Фарион своими руками и своим языком давала им козыри для этой лжи. Ее слова использовались в российских СМИ, чтобы оправдать агрессию под видом освобождения. Мы не позволим Путину разделить нас. Давайте разберем слова Фарион. Это не просто риторика, а яд, который отравлял Украину и подпитывал врага. Вот ее самое одиозное высказывание и их разбор. Цитата первая. 2010. Русский язык – это язык оккупанта. Он не может быть ни региональным, ни вторым государственным. Он должен исчезнуть. Это, друзья, не защита украинского языка, а призыв к дискриминации. Русский язык – часть истории миллионов украинцев, результат имперской и советской политики.
а также еще кое-что в историческом смысле. Ну, например, факт существования Великой Болгарии на территории Украины в VII веке. Называть русский язык оккупантским – это плевок в лицо патриотам Украины, которые говорят на русском, но за Украину сражаются. Хуже того, такие слова – подарок для Кремля. Российские пропагандисты цитировали Фарион, чтобы доказать угнетение русскоязычных. Она сама дала Путину оружие для его лжи. Цитата 2, 2010. 14% украинцев, называющих русский родным, это 5 миллионов дегенератов. Это мутация их сознания. Друзья, назвать 5 миллионов граждан дегенератами – это преступление. Статья 161 Уголовного кодекса Украины запрещает разжигание национальной розни. Фарион не просто оскорбляла. Она создавала образ врага внутри страны. Это слова, которые сеют ненависть и оправдывают насилие. И знаете, кто их подхватил? Кремлевские СМИ, которые кричат, что русскоязычных в Украине ненавидят. Фарион сама подливала масло в их огонь. Цитата 3, 2014. «Я бы стреляла в тех, кто выходит на митинги в Харькове. Это враги на нашей земле». Призыв к убийству, друзья, это за гранью. Статья 3 Конституции Украины провозглашает жизнь человека высшей ценностью. Фарион же открыто призывала к насилию, вдохновляя радикалов. Это не патриотизм, а путь к хаосу. И опять-таки, ее слова – топливо для путинской пропаганды, которая использует их для оправдания войны. Цитата 4, 2023. «Русскоязычные военные ВСУ не украинцы. Я не могу их принять как украинцев». Друзья, это предательство. Русскоязычные бойцы Азова, 3-й штурмовой, других подразделений каждый день гибнут за Украину. А Фарион смеет называть их неукраинцами. Это нарушение статьи 10 Конституции, гарантирующей право на использование языков. СБУ открыла дело против нее, а омбудсмен Дмитрий Лубенец назвал это дискриминацией. Ее слова – это не только моральный позор, но и подарок для Путина, который использует их, чтобы лгать о защите русскоязычных. Цитата 5, 2018. «Если ты не говоришь на украинском, ты неполноценный гражданин. Ты должен уехать или измениться». Друзья, это шантаж и дискриминация. Статья 24 Конституции запрещает делить граждан по языку. Фарион фактически призывала к изгнанию, к депортации миллионов украинцев из их страны. Это призыв к геноциду. Это не защита нации. Это тоталитаризм.
И снова ее слова – козырь для Кремля, который твердит, что русскоязычным нет места в Украине. Цитата 6. 2012. Русскоязычные – это те, кто продал свою идентичность. Они должны либо стать украинцами, либо исчезнуть. Друзья, это ультиматум, который попирает права человека. Называть русскоязычных предателями – это не только ложь, но и провокация. Многие русскоязычные украинцы от Донбасса до Одессы доказали свой патриотизм кровью. Фарион своими словами создавала миф, который Кремль использовал для оправдания оккупации. Например, моя личная самоидентификация такова. Русский язык мой родной, он происходит от староболгарского, церковнославянского языка, и это язык граждан Великой Болгарии. Великая Болгария – первое христианское государство на территории Украины. 7 век, Поднепровье, Приазовье, Крым, Дон и Кубань. И вот из староболгарского языка постепенно произошел современный русский язык. Это не язык оккупанта, потому что Великая Болгария в 7 веке была задолго до Руси на территории Украины. Но почему я не имею права оставаться в своем самоопределении, в своей самоидентификации потомкам граждан Великой Болгарии? Фарион лжет. Цитаты Фариона, друзья, это не просто слова. Они раскололи общество, питали иллюзию превосходства и дали Путину инструмент для лжи о защите русскоязычных. Мы не позволим врагу использовать это против нас, против украинцев. Как юрист я заявляю, Фарион не просто провоцировала, она нарушала закон. Статья 161 Уголовного кодекса предусматривает до 5 лет за разжигание национальной розни. Называть миллионы граждан дегенератами – это преступление. Призывы к насилию, как в случае с Харьковом, это нарушение статьи 436.1 Уголовного кодекса. Почему ее не остановили раньше? Потому что ее риторика находила и находит отклик у тех, кто хотел и до сих пор хочет чувствовать себя высшей кастой. В 2023 году СБУ возбудило дело за ее слова о русскоязычных военных. Львовская политехника уволила ее, хотя суд и восстановил ее в должности, но не отменил того определения Львовской политехники, которое говорит о том, что Фарион таки совершила аморальный поступок. Суд просто посчитал этот аморальный поступок совместимым с пребыванием в преподавательской должности. Это, конечно, нонсенс. Это абсурд, но факт. И вот такие вот уголовные дела, вот такие вот увольнения – это верхушка айсберга. Ее слова годами отравляли общество, создавая почву для ненависти. Ее убийство 19 июля 2024 года
предположительно совершенное по версии следствия, необоснованной 18-летним Вячеславом Зинченко, расследуется как преступление на почве национальной нетерпимости. И такие версии следствия – это прямое следствие той ненависти, которую сеяла Фарион. Она же стала жертвой своего собственного яда. Более того, ее риторика была не только внутренней проблемой. Она давала Путину аргументы для пропаганды. Российские каналы цитировали Фарион, чтобы показать, что русскоязычных в Украине угнетают. Это не просто слова, это пособничество врагу, пусть и невольное. Мы не дадим Кремлю шанса использовать наш раскол для разрушения Украины. Фарион внушала, что украиноязычные – это элита, а русскоязычные – предатели. Это не патриотизм, это шовинизм. Превосходство, основанное на языке, это такая же глупость, как гордиться цветом глаз, ростом или размерами половых органов. Это ложь, которая разрушает Украину изнутри и играет на руку Путину. Почему это опасно? Во-первых, раскол в военное время. Когда страна борется с агрессором, нам нужно единство. Фарион делила нас на своих и чужих, обесценивая русскоязычных героев. Это предательство, которое Кремль использует, чтобы лгать об угнетении русскоязычных. Мы не дадим Путину шанса разделить нас под видом освобождения. Во-вторых, радикализация. Ее слова вдохновляли радикалов и также провоцировали ответную ненависть. Ее убийство – зеркало ее риторики. Она создала атмосферу, где насилие стало возможным. В-третьих, подарок для пропаганды. Каждое ее заявление о дегенератах или врагах подхватывалось российскими СМИ. Путин использует нарратив о защите русскоязычных для оправдания войны. Фарион, сама того не желая, дала ему оружие. И в-четвертых, моральный упадок. Превосходство, основанное на языке, а не на делах, это пустота. Истинный патриотизм в действиях, а не в том, на каком языке ты говоришь. Фарион создавала миф, который питал эго части общества, но разрушал нацию. Смерть Фарион – удар для ее сторонников. Они потеряли символ, который подпитывал их иллюзию превосходства. Но это утрата шанс. Их миф рухнул, и теперь они стоят перед выбором: цепляться за ненависть или строить единую Украину. Мы не дадим Путину использовать наш раскол, чтобы уничтожить нас, уничтожить нашу страну. Я обращаюсь к каждому,
Хватит делить Украину. Язык не мерило патриотизма. Русскоязычные бойцы, которые гибнут за свободу, такие же герои, как и украиноязычные. Фарион ошибалась, и ее ошибка чуть не стоила нам нации. Мы не дадим Путину шанса расколоть нас под видом освобождения русскоязычных. Нам нужно закон. Ужесточить наказание за разжигание ненависти. Статья 161 Уголовного кодекса должна работать. Диалог. Создать площадки, где украиноязычные и русскоязычные будут говорить как равные. Единство. Помнить, что мы одна нация. От Львова до Харькова, от Киева до Одессы. Мы вместе. Смерть Фарион – это не конец. Это шанс. Давайте сделаем так, чтобы ее ошибки стали уроком, а не поводом для новой ненависти. Ирина Фарион оставила нам ядовитое наследие – ненависть и раскол. Ее слова играли на руку Путину, который мечтает разделить Украину. Но мы не дадим ему этого шанса. Как юрист я требую: остановите язык ненависти. Как гражданин я призываю: стройте Украину, где каждый украиноязычный, русскоязычный, любой другой чувствует себя как дома. Подписывайтесь, друзья, на канал, делитесь этим видео, пишите в комментариях, как вы видите будущее Украины. Мы можем быть едиными, и мы будем. Спасибо за внимание. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч.